Ты не поверишь, что случилось дальше. Ночь, пустая станция, холодный сквозняк гуляет по рельсам, лампы мигают, как будто вот-вот перегорят. На жесткой деревянной скамейке свернулась девчонка, худая, в дешевой куртке, которая явно уже пережила не одну зиму. Она работала 3 смены подряд и просто вырубилась, даже не заметив, что оказалась в самом центре станции. И вот самое забавное, она так громко храпела, что эхо разносилось по всему залу. Мимо проходил высокий мужчина в дорогом пальто, с кожаным портфелем и тем самым видом, который сразу выдает: перед тобой человек, привыкший, чтобы все было по его правилам. Капитан бизнеса, директор крупной компании, тот самый акула, у которого секретарши боятся лишний раз спросить разрешение на выходной. Но тут он остановился, прислушался и расхохотался. Громко, искренне, так, что сам удивился. «Да ладно», — пробормотал он, глядя на спящую. «Кто ж так может?» И правда, в ее храпе было что-то смешное и даже трогательное, будто бы это был протест против всего мира, который загнал ее в угол. Девушка не знала, что ее комичная серенада для станции зацепила сердце человека, о котором мечтали половина девушек города. Он присел на скамейку напротив, будто забыв, что у него встреча, что его ждет водитель и что время — деньги. Смотрел на ее лицо, уставшее, но такое живое. На щеке, след от кнопки ее дешевого рюкзака, волосы растрепаны, губы чуть подрагивают во сне, будто она спорит с кем-то даже во сне. «Ну и принцесса», — усмехнулся он. Золушка наоборот. И в этот момент девушка резко проснулась. Она дернулась, распахнула глаза и с испугом уставилась на мужчину перед собой. В голове мелькнула паническая мысль: неужели полицейский? Или сейчас прогонит? Она вскочила, но он поднял руку. «ТСС, спокойно», — сказал он мягко, но уверенно. «Ты так сладко спала, что мне даже совесть не позволила разбудить». Она моргнула, пытаясь понять, кто он вообще такой. Взгляд скользнул по пальто, часам, по ухоженным рукам. Она сглотнула. Перед ней явно необычный пассажир. «Простите, я просто устала», — пробормотала она, и голос у нее дрожал. «У меня 3 работы, я не заметила. Как?» Он усмехнулся. 3 работы? И все равно не можешь себе позволить хотя бы такси домой?» Девушка опустила глаза, будто в землю провалилась. Ей хотелось исчезнуть от стыда. Но вместо насмешки в его голосе зазвучало что-то другое — интерес, даже уважение. «Ты знаешь», — продолжил он, чуть подаваясь вперед, — «я много кого встречал. Богатых, умных, хитрых. Но вот так, чтобы человек работал 3 смены, да еще и умудрялся храпеть на всю станцию». Он снова засмеялся. Это впервые. Ей стало неловко, но его смех был не злым, а каким-то теплым. Она не удержалась и сама слегка улыбнулась. «Простите, я не хотела», — пробормотала она. «Не извиняйся», — резко перебил он. «Ты даже не представляешь, как это освежает. Вокруг меня все либо пытаются понравиться, либо что-то от меня хотят. А ты просто спала». Она не знала, что ответить. Ситуация казалась абсурдной. Она — бедная девчонка с усталыми глазами, он — человек из другого мира, из рекламы дорогих журналов. Но именно этот контраст почему-то связывал их сильнее, чем любые слова. Он достал из кармана визитку и протянул ей. «Завтра приходи. Не на собеседование, нет. Просто приходи ко мне в офис. Я хочу поговорить». Девушка замерла. В голове шумело. Кто он? Что ему нужно? Это розыгрыш. Она даже не взяла сразу визитку, только посмотрела на него в упор, как будто пытаясь поймать подвох. А он сидел спокойно, уверенно, глядя на нее так, будто уже сделал выбор. Она медлила, пальцы дрожали, но все-таки осторожно вытянула визитку из его руки. Картонка была плотной, дорогой, с золотым тиснением. Имя, фамилия, должность, логотип огромной компании, которую она знала только по билбордам на улицах. Ее дыхание сбилось.
Это был не просто какой-то мужчина, а тот самый человек, чье имя мелькало в новостях, рядом с цифрами и громкими заголовками о миллионах и сделках. Она прикусила губу, чувствуя, что земля уходит из-под ног. Хотелось рассмеяться, крикнуть, что это все глупая шутка, но взгляд его был слишком серьезен. Я даже не знаю, зачем я вам», — прошептала она, спрятав визитку в карман, будто боялась потерять. «Вот именно это мне и нравится», — ответил он, слегка наклоняясь вперед. «Ты не знаешь, зачем. Ты не строишь планы, не делаешь вид, что у тебя есть стратегия. Ты просто живая». Она растерянно откинулась на спинку скамейки, снова пытаясь осознать, как так вышло, что ее усталый сон и нелепый храп привели к такому разговору. В голове мелькали картинки: соседка, ворчащая, что она вечно задерживается с работы, начальница в кафе, которая только умеет кричать, бесконечные ночные смены и боль в ногах. А тут шанс. Но какой? Он вдруг снял перчатку, потер переносицу и хмыкнул. «Я тебе скажу по секрету. Сегодня у меня должна была быть встреча. Важная, очень. Но я ее отменил. И знаешь почему?» Она покачала головой. «Потому что впервые за долгое время я почувствовал, что мне интересно. Просто интересно». Она тихо рассмеялась, сама не веря своим ушам. «Вы отменили встречу ради того, чтобы поговорить с какой-то девчонкой, которая уснула на станции?» «Не какой-то», — поправил он серьезно. «Ради тебя». Ее сердце сделало кульбит. Она вдруг почувствовала, как кровь приливает к щекам, и отвернулась, будто пряча смущение. Где-то внутри звучал голос: «Осторожно, он играет. Таких, как он, не интересуют такие, как ты». Но почему-то этот голос становился все тише. Он посмотрел на часы и встал. «Ладно, мне пора. Завтра приходи. Обещаешь?» Она пожала плечами. «Я не знаю. У меня смена». «Тогда отменишь». Он улыбнулся так, что спорить было невозможно. «Увидимся». И ушел, оставив ее в полном ступоре. Когда двери станции закрылись за его спиной, она машинально достала визитку и снова посмотрела на имя. Словно проверяла, не сон ли это. Буквы сияли в тусклом свете ламп, а сердце билось так, что казалось, оно разбудит всю станцию. Ночь она почти не спала. Дома, в своей крохотной комнате с облупленными обоями и скрипучей кроватью, она то и дело брала визитку в руки, переворачивала ее, гладя пальцами. Идти или нет? Вопрос крутился в голове. Вдруг он просто пошутил? Или это какая-то ловушка? Но зачем? Что ему от меня? Утром подруга-соседка заметила ее состояние. «Ты чего такая странная?» — спросила, жуя хлеб. Словно лотерейный билет выиграла. Она только усмехнулась. Может, и выиграла. День прошел как в тумане. Она отработала 2 смены, все время думая о встрече. Вечером ноги снова ныли, но в груди горела искра. И в какой-то момент она поняла, если не пойдет, будет жалеть всю жизнь. И вот, на следующий день, она стояла перед огромным стеклянным зданием в центре города. Башня, в которой отражалось небо. Люди в дорогих костюмах проходили мимо, не обращая на нее внимания. Она чувствовала себя школьницей, случайно попавшей на прием в замок. Куртка казалась еще дешевле, ботинки еще старее. Но в руках была визитка. Ее пропуск в другой мир. Секретарша на ресепшене посмотрела на нее скептически, но именно визитка сработала, как ключ. Через несколько минут ее провели по сверкающим коридорам к огромным дверям кабинета. И когда она вошла, он уже ждал. «Ты пришла», — сказал он с такой улыбкой, будто это было самое важное событие дня. Она кивнула, чувствуя, как дрожат колени. «Я не знаю, зачем». «А вот это как раз и интересно», — снова ответил он. «Потому что обычно люди всегда знают, зачем приходят ко мне. Ты — нет».
Он жестом пригласил ее сесть. Комната была просторной, с панорамными окнами и видом на весь город. Она никогда не видела ничего подобного. «Скажи, как тебя зовут?» — спросил он. «Лина», — тихо ответила она. «Лина», — он произнес имя медленно, будто пробовал его на вкус. «Красиво». Она опустила взгляд. «Я не понимаю, зачем я вам?» Он наклонился вперед, положив локти на стол. «Может, ты мне и не нужна, Лина. Но я хочу узнать, почему ты оказалась на той станции. Почему работаешь 3 смены? И главное, что заставляет тебя продолжать». Она растерянно моргнула. Никто никогда не задавал ей таких вопросов. Обычно все только требовали: работай быстрее, улыбайся клиентам, не опаздывай. И вдруг интерес. Настоящий. «Наверное, потому что у меня нет выбора», — призналась она. «Я просто стараюсь выжить». Он долго смотрел на нее, потом неожиданно улыбнулся. «А знаешь, что я думаю?» — сказал он. «Ты куда сильнее, чем половина тех, кто сидит в этих кабинетах». Она сидела напротив него, не веря своим ушам. «Сильнее». Она. Девчонка, которая едва сводит концы с концами, таскает подносы и моет полы, чтобы хоть как-то оплатить комнату и купить хлеб? Она тихо усмехнулась, не зная, смеяться или плакать. «Вы, наверное, шутите», — пробормотала она. «Я ничего особенного из себя не представляю». Он покачал головой. «Вот именно поэтому ты и особенная». Люди, которые думают, что они что-то значат, обычно пусты. А те, кто уверен, что они ничто, и есть самые настоящие. Эти слова застряли у нее внутри. Она подняла взгляд и впервые прямо посмотрела ему в глаза. В них не было снисхождения, не было игры. Только спокойная, уверенная серьезность. И еще что-то, интерес, который не имел отношения к бизнесу или выгоде. «Лина», — сказал он, откинувшись на спинку кресла, — «ты знаешь, сколько людей каждый день пытаются достучаться до меня? Письма, звонки, визитки, знакомства. Все чего-то хотят. Но за все годы никто не смог удивить меня так, как ты. Я же просто спала и храпела», — не удержалась она, улыбнувшись сквозь смущение. «Вот именно», — рассмеялся он. «Ты даже не старалась». Она почувствовала, как внутри становится теплее, хотя снаружи все еще держала оборонительную маску. Ей казалось, что все это неправда, что он в любой момент скажет: «Ладно, хватит, иди». Но вместо этого он продолжал. «Скажи мне», — серьезно произнес он, — «чего ты хочешь на самом деле? Не из того, что нужно, чтобы прожить, а по-настоящему». Этот вопрос застал ее врасплох. Она открыла рот, но слова не шли. Она никогда не думала о «по-настоящему». Всю жизнь ей приходилось думать только о хлебе, счетах, автобусных билетах. О том, как выжить, а не о том, чего хочет сердце. Она замялась, подбирая слово, «я хочу хотя бы один день не считать копейки. Чтобы не болела спина, чтобы можно было просто дышать и не бояться завтрашнего дня». Он кивнул, внимательно слушая, будто каждое ее слово было важнее 1000 отчетов. «Это честно», — сказал он. «И это именно то, что отличает тебя от всех». Он встал и прошелся по кабинету, потом остановился у окна. «Знаешь, Лина», — произнес он, глядя на город внизу, «иногда те, кто ничего не имеет, ценят жизнь больше всех. Я давно потерял это чувство. Может, ты сможешь напомнить мне, каким был мир без этих стен и цифр». Она смутилась. «Я не уверена, что умею что-то напоминать». Он резко обернулся. «Еще как умеешь. Ты даже не представляешь, какой у тебя талант быть собой». В этот момент дверь кабинета приоткрылась, и секретарша заглянула внутрь. «Извините, у вас через 5 минут встречи с партнерами», — осторожно напомнила она. Он махнул рукой. «Перенесите».
Секретарша моргнула, явно удивленная, и закрыла дверь. Лина округлила глаза. «Вы снова отменили встречу? Ради меня?» Он усмехнулся. «Ради себя. Потому что сейчас мне интереснее здесь, чем там». Она потеряла дар речи. В голове все смешалось, ее маленькая жизнь и его огромный мир, ее усталость и его власть, ее сомнения и его уверенность. Все это казалось сказкой, но сказкой, в которой она почему-то оказалась главной героиней. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите», — выдохнула она. Он подошел ближе и оперся о стол. «Ничего. Совсем ничего. Я просто хочу видеть тебя. Слышать твой голос. Смотреть, как ты улыбаешься. Разве этого мало?» Эти слова прозвучали так непривычно, что она чуть не рассмеялась от нервов. Но смех застрял в горле. Ей стало страшно, вдруг все это — игра, розыгрыш, каприз богатого мужчины? Но почему тогда в его глазах нет ни тени насмешки? Она откинулась на стуле, обняв себя руками, словно ища защиту. «Я все равно не верю», — честно призналась она. «И правильно», — сказал он твердо. «Никогда никому не верь сразу. Особенно таким, как я. Но дай себе шанс». Он протянул ей стакан воды, и она машинально взяла. «Зачем?» — спросила она снова. «Почему я?» Он улыбнулся, медленно, будто отвечал самому себе. «Потому что ты первая за много лет, кто не пытался понравиться. Ты просто есть». Она опустила глаза, стараясь спрятать слезы, которые вдруг предательски защипали. Никто и никогда не говорил ей таких слов. Никто не видел в ней ничего, кроме уставшей официантки, девчонки без денег и будущего. А тут он. Человек, перед которым открываются любые двери. И он говорит это ей. Она хотела что-то сказать, но слова застряли. И в этот момент он сел напротив, склонив голову набок, и тихо добавил. «Я думаю, что твоя жизнь вот-вот изменится. Ты готова?» Она сглотнула, словно ком застрял в горле. «Готова». Это слово прозвучало так страшно и так притягательно одновременно, что ей захотелось вскочить и выбежать из кабинета. Но ноги будто приросли к полу. Она смотрела на него, на его спокойный, уверенный взгляд, и чувствовала, что весь ее мир, привычный и серый, трещит по швам. «Я не знаю», — честно выдохнула она. «Как можно быть готовой к тому, чего ты даже не понимаешь?» Он чуть усмехнулся. Именно это и есть настоящая готовность. Когда не знаешь, куда ведет дорога, но все равно решаешься на шаг. Ее дыхание сбилось. Она никогда не думала о жизни так. Ее шаги всегда были вынужденными. Нужно работать, значит работать, нужно терпеть, значит терпеть. Никогда у нее не было выбора. А тут вдруг ей предлагают шагнуть в неизвестность. Она подняла глаза и впервые заметила, что его пальцы слегка дрожат, когда он убирал стакан со стола. Он тоже волновался. Это было странно. Он, которого боялись министры и директора, который привык управлять миллионами, нервничал перед ней, девчонкой в дешевой куртке. «А если я не смогу?» — прошептала она. «Если я слишком слабая для вашего мира?» Он резко покачал головой. «Слабая? Ты. Лина, ты работаешь по 3 смены, спишь на станциях и все равно продолжаешь. У тебя больше силы, чем у тех, кто сидит в кабинетах с мягкими креслами. Они рухнут после первого же удара судьбы. А ты держишься». Эти слова будто вошли в нее, согрели, но и напугали. Она никогда не думала о себе так. Все, что она знала, это усталость, боль в ногах и постоянный страх, что завтра не хватит денег. А он смотрел на нее так, будто она — сталь, спрятанная в простом теле. Он подошел к сейфу у стены, достал небольшую коробку и поставил на стол. «Что это?» — удивилась она. «Подарок», — просто сказал он. «Но зачем?» «Я не могу принять».
Можешь. И должна. Его голос был мягким, но твердым. Это не плата и не подачка. Это знак. Она колебалась, но все же открыла коробку. Внутри был простой, тонкий браслет из серебра. Ничего кричащего, никакой роскоши, но он сверкал скромным светом, как утренняя звезда. «Это красиво», — тихо сказала она. «Это символ», — пояснил он. «Пусть напоминает тебе, что ты не просто девчонка с вокзала. Что у тебя есть выбор». Она осторожно провела пальцами по холодному металлу и почувствовала, как в груди что-то сжалось. Ей захотелось плакать. «Почему вы так со мной?» — прошептала она. «Вы меня даже не знаете». Он задержал взгляд на ее лице, будто взвешивая каждое слово. «Потому что иногда за одну секунду ты видишь в человеке больше, чем за годы общения. Ты спала и храпела, а я смеялся впервые за много лет. И в этот момент я понял, мне нужно именно это. Ни цифры, ни сделки. Живой человек». Она резко закрыла коробку и отодвинула. Это все звучит слишком неправдоподобно. Как в кино. А я не героиня фильмов. Я обычная, ее голос дрогнул, я ничего не стою. Он наклонился вперед и тихо, почти шепотом сказал. Для тебя ничего. Для меня все. Она вскинула на него взгляд, и на секунду в их глазах встретились два мира. Ее, уставший, измученный, не верящий в чудеса, и его, богатый, уверенный, но давно опустевший внутри. И в этом столкновении вдруг появилась искра. Снаружи за окнами город кипел, гудели машины, люди спешили, жизнь текла своим чередом. А здесь, в тишине огромного кабинета, время будто остановилось. Он сел рядом, уже не за столом, а ближе, так, что между ними оставалось всего несколько сантиметров. «Слушай, Лина», — сказал он серьезно, — «я не предлагаю тебе сказку. Я знаю, как тяжело живется. Но, может быть, стоит хотя бы попробовать шагнуть туда, где ты сможешь дышать свободнее». Она прикусила губу. Внутри шла битва, разум кричал, что это опасно, что нельзя верить богатым, красивым словам. Но сердце, измученное бесконечными ночами, так хотело верить, что хотя бы одна дверь может открыться не от усилия, а от чуда. «И что будет, если я скажу «да»?» Наконец спросила она. Его губы тронула легкая улыбка, но глаза оставались серьезными. «Тогда мы начнем историю, которой ни у кого больше нет». Она задержала дыхание. Внутри все дрожало, но вместе с этим росло и чувство, будто над ней распахивается небо. Она опустила взгляд на браслет, снова коснулась холодного металла и вдруг ощутила, что впервые за много лет у нее появился шанс. «А если я скажу «нет»?» Он пожал плечами. «Тогда я все равно буду помнить твой храп. И улыбаться каждый раз, когда его вспомню». Она неожиданно рассмеялась, звонко, искренне, так, что даже сама удивилась. Ее смех разлетелся по кабинету, отражаясь от стеклянных стен. А он смотрел на нее так, будто это был самый дорогой звук в его жизни. И в этот миг она поняла, что ответ внутри нее уже рождается, даже если она еще не готова его произнести. Она смеялась так, что щеки заболели, и слезы навернулись на глаза. Это был не тот смех, когда смеются над глупостью или шуткой. Это был смех освобождения, когда на секунду исчезает тяжесть с плеч, и ты вдруг понимаешь, что можешь вдохнуть полной грудью. Он смотрел на нее внимательно, будто ловил каждое движение ее лица, словно боялся пропустить хоть миг этой искренности. «Вот», — сказал он тихо, когда она наконец выдохнула и утерла глаза. «Ради этого стоит отменять любые встречи». Она покачала головой, все еще улыбаясь, но внутри сердца бешено колотилось. Ей хотелось спросить тысячу вещей, но язык будто заплетался. «Я все равно не понимаю», — наконец вымолвила она. «Зачем я вам?» У вас же миллионы, сотни людей вокруг, любые женщины, какие захотите. А я? А ты смеешься так, как никто из них», — спокойно сказал он.
У них все куплено, даже улыбки. А у тебя каждая искра настоящая. Эти слова пронзили ее. Она опустила взгляд, пряча румянец. Никогда раньше она не слышала ничего подобного. Ей всегда казалось, что люди замечают только ее усталость, только серость и бедность. Он слегка наклонился вперед. «Лина, ты думаешь, я не вижу твой страх?» «Вижу. Но именно потому и хочу, чтобы ты попробовала шагнуть вперед. Вперед, а не назад». Она глубоко вдохнула. Его уверенность была заразительной, и все же внутри сидело сомнение. Что если это все ловушка? Что если он просто играет и потом оставит ее с пустыми руками и сердцем? «Если я соглашусь», — спросила она медленно, — «что будет?» Он улыбнулся, но уже без шутки, серьезно. «Тогда я покажу тебе мир, который ты никогда не видела. Но обещаю, я не отберу у тебя твою силу. Ты останешься собой». Она нахмурилась. Звучит красиво. «А если вдруг я не справлюсь?» «Тогда я буду рядом», — произнес он так, что у нее защемило внутри. Тишина повисла между ними, густая, но не тяжелая. За окнами шумел город, гудели машины, но здесь, в кабинете, будто образовался другой мир, где не существовало чужих взглядов и осуждения. Она посмотрела на браслет, который все еще лежал перед ней в коробочке. Металл блестел скромно, и в этом блеске отражались ее дрожащие пальцы. Она знала, стоит надеть его, и это будет шаг. Необратимый. Но рука никак не поднималась. Он заметил ее колебания, не торопил, просто ждал. Его терпение было еще страшнее, оно означало, что выбор действительно за ней. «Почему именно я?» — спросила она снова, уже почти шепотом. «Я все время ищу подвох». Он вздохнул и посмотрел прямо ей в глаза. «Потому что в ту ночь на станции я впервые за много лет почувствовал, что жив. Понял, что смех может быть настоящим, что мир еще не весь покрыт холодными масками. Ты напомнила мне, что я тоже человек». Эти слова тронули ее глубже, чем она могла ожидать. Она вдруг осознала, он тоже не такой уж непоколебимый. За всей броней богатства и власти скрывается усталый мужчина, которому тоже нужно, чтобы кто-то вернул ему жизнь. И это «кто-то» вдруг оказалась она. Ее дыхание стало неровным, и она машинально коснулась браслета. Металл холодный, но словно зовущий. «Я не обещаю, что смогу», — тихо сказала она. «Никто и не ждет», — перебил он мягко. «Просто будь собой». Она вздохнула. Казалось, что решение должно быть простым, либо да, либо нет. Но внутри это был целый ураган: страх, надежда, сомнение, радость. Все переплелось, и от этого кружилась голова. Вдруг зазвонил ее телефон. Она вздрогнула и поспешно достала из кармана старый потрепанный мобильник. На экране высветилось имя начальницы из кафе. Она замерла. «Ответь», — сказал он спокойно. Она нажала на кнопку. Грубый голос прорезал тишину. «Лина, где ты? У тебя смена. Ты понимаешь, что клиенты ждут? Если еще раз опоздаешь, можешь не возвращаться». Она прижала телефон к уху, чувствуя, как ее реальность снова обрушивается на нее всей тяжестью. Две жизни тянули ее в разные стороны: старая, привычная, где она никому не нужна, и новая, непонятная, где ее ждет шанс. Начала она, но голос предательски дрогнул. Он наблюдал за ней внимательно, не вмешиваясь, только слегка кивнул, будто говорил глазами: «Выбирай сама». Она глубоко вдохнула и произнесла в трубку: «Я не приду». На другом конце повисла тишина, а потом начался поток криков, но Лина отключила телефон. Пальцы дрожали, но сердце било так сильно, что едва не выпрыгивало. Она подняла глаза на него. «Кажется, я сделала свой первый шаг», — прошептала она. Он улыбнулся так, что его лицо впервые стало мягким, теплым, почти домашним. Именно так это и начинается.
Она посмотрела снова на браслет, и в этот раз рука потянулась сама. Холодное серебро коснулось ее кожи, и в ту же секунду она почувствовала, что теперь обратного пути нет. Он посмотрел на ее запястье, потом на ее глаза, и в его взгляде мелькнуло что-то, чего она еще не могла понять. Но одно было ясно — их история только начиналась. И впервые за долгое время Лина почувствовала не страх, а любопытство. Она сидела, глядя на браслет, и не могла поверить, что он теперь ее. Маленькая тонкая полоска серебра будто разрезала ее прошлое и будущее. Там уставшая официантка, которая засыпала на станциях и жила от зарплаты до зарплаты, а здесь неведомые, но уже зовущие перемены. Она подняла глаза на него и заметила, что он не отрывает взгляда от ее лица, словно боялся, что она исчезнет. «Чего вы ждете от меня теперь?» — спросила она тихо. Он слегка улыбнулся. «Ничего. Совсем ничего. Просто живи. Смеясь, злясь, храпя, как хочешь. Я не хочу, чтобы ты менялась». Эти слова поразили ее больше любых обещаний. Обычно все вокруг ждали от нее покорности, скорости, улыбки, готовности тащить тяжелое без жалоб. А тут ничего. И от этого ее сердце дрогнуло. Он налил себе воды, сделал глоток и, будто между делом, добавил. «Хочешь, начнем с того, что я покажу тебе город? Но не витрины и рестораны, а настоящий город. Там, где я сам давно не был». Она растерялась. «Зачем?» «Чтобы ты показала мне его своими глазами. Я забыл, как это — видеть без фильтра». Она опустила взгляд, покраснела. В голове крутилась мысль, что я могу показать человеку, у которого есть все. Но в его голосе звучала такая просьба, что она кивнула, сама не веря себе. Они вышли из кабинета. В коридоре на них смотрели сотрудники, удивленные и настороженные. Богатый директор шел рядом с девушкой в простой куртке, словно они были равны. Лина чувствовала взгляды на себе и готова была провалиться сквозь землю, но он шел спокойно, уверенно, как будто не замечал чужих глаз. На улице водитель распахнул дверь черного авто, блестящего, как зеркало. Лина замерла, глядя на машину, и тихо пробормотала. Я не сяду туда. Это же не мое». Он посмотрел на нее и усмехнулся. «Хорошо. Тогда пойдем пешком». Водитель удивленно приподнял брови, но ничего не сказал. А они пошли по тротуару среди шумных улиц, вдыхая запах кофе и бензина. Люди оборачивались, кто-то узнавал его, кто-то удивлялся их паре. Но Лина старалась не смотреть по сторонам. «Покажи мне твои места», — попросил он. «Где ты обычно бываешь?» Она задумалась, а потом повела его в сторону небольшого парка, куда забегала иногда после смены, чтобы хоть чуть-чуть перевести дыхание. Лавочки там были старые, плитка сбитая, но деревья все равно шумели листвой, и воздух казался другим. Они сели на скамейку. Лина достала из рюкзака дешевый батон и протянула ему. «Хотите?» Он взял кусок и, к ее удивлению, с удовольствием откусил. «Знаешь», — сказал он, прожевывая, — «это вкуснее любого ресторана». Она рассмеялась. «Вы просто давно не ели на бегу». «Может быть», — согласился он. «Но дело не только в хлебе. Все зависит от того, с кем ты его ешь». Она замолчала, смущенная. Ей казалось, что каждый его взгляд прожигает ее насквозь. В этот момент мимо пробежала стайка детей, смеясь и играя в догонялки. Один мальчишка случайно задел Лину и чуть не уронил батон. «Извините», — закричал он, но она улыбнулась. «Ничего страшного, бегите». Он смотрел на нее в этот момент особенно пристально. «Ты даже детям улыбаешься, вместо того, чтобы ругаться. Удивительная ты, Лина». Она покраснела и пожала плечами. «Просто они же дети. Разве можно злиться?» «Амир злится даже на детей», — мрачно заметил он. Они молчали несколько минут, слушая, как ветер шелестит в листьях.
И вдруг он тихо сказал: «Знаешь, я все больше думаю, что встреча с тобой не случайность». Она настороженно посмотрела на него. «Почему?» «Потому что в моем мире случайностей не бывает. Все расписано, просчитано, выверено. Но ты сломала все правила». Ее сердце дрогнуло. «Я ничего не ломала. Я просто жила». «Вот именно», — кивнул он. «А я забыл, что это значит». Он посмотрел на ее запястье, где блестел браслет, и добавил: «Этот браслет теперь связал нас. Не как долг или обязательство, а как напоминание». Она вздохнула. Но ведь все это может закончиться так же внезапно, как и началось. Он улыбнулся уголком губ. «Может. Но пока оно длится, это реальнее всего, что у меня было». Она уставилась на него, пораженная. Внутри снова зашевелились сомнения. Может, он говорит так каждый? Может, он просто играет? Но что-то в его голосе было слишком честным. Она отвела взгляд на небо. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая облака золотом. И вдруг она почувствовала, впервые за долгое время, что этот день останется в памяти навсегда. Он встал, протянул ей руку. «Пойдем дальше». Она колебалась секунду, потом вложила свою ладонь в его. Его рука была теплой, крепкой, и это касание почему-то развеяло половину ее страхов. Они пошли по улицам, и в этот момент ей показалось, что они действительно могут идти куда угодно, хоть в конец города, хоть в начало новой жизни. Она не заметила, как прошли часы. Время словно растаяло, растворилось в их смехе, в его удивленных взглядах на привычные ей улицы и запахи дешевых пирожков, которые он впервые попробовал в уличной палатке, смеясь, как мальчишка. Лина смотрела на него и не верила своим глазам. Это человек, которого привыкли видеть на обложках журналов в дорогих костюмах, сейчас вытирал руки бумажной салфеткой и спорил с продавщицей, что у нее самые вкусные пирожки на всем свете. И в этот момент она вдруг поняла, он живой. Не холодный, недосягаемый бог из стеклянной башни, а такой же человек, которому захотелось быть рядом. Но вместе с теплом в сердце вкрадывался страх. Что будет дальше? Завтра он снова уедет в свои переговоры, миры, где миллионы меняют владельцев за секунду. А она? Она останется здесь, уставшая, с рюкзаком, с 3 сменами впереди. Неужели все это просто мимолетное приключение для него? Он словно прочел ее мысли. «Лина, ты боишься, что я уйду?» Его голос был мягким, почти неуверенным. Она отвела глаза, не желая признавать, но молчание выдало ее. «Я не уйду», — сказал он твердо. «Знаешь, почему?» «Потому что впервые за много лет мне захотелось остаться». Эти слова прозвучали так серьезно, что Лина невольно задержала дыхание. Мир вокруг будто притих, шум города стал далеким фоном, и только его глаза, искренние и чуть усталые, говорили правду. Они дошли до моста, откуда открывался вид на ночной город. Огоньки отражались в воде, машины ползли, как светящиеся жуки, а ветер трепал волосы. Она облокотилась на перила, и вдруг слезы сами покатились по ее щекам. «Я не привыкла к такому», — прошептала она. «Я всегда была никем. Для всех. Для семьи, для друзей, для работы. Никто никогда не смотрел на меня вот так». Он подошел ближе, не касаясь, но будто создавая вокруг нее невидимый щит. «Ты ошибаешься», — тихо сказал он. «Ты — все. Просто раньше тебя никто не заметил. А я увидел. И не смогу забыть». Она всхлипнула, не зная, верить ли. Но в его словах не было фальши, и это пугало сильнее всего. Вдруг заиграла музыка, где-то неподалеку уличный музыкант выводил мелодию на скрипке. Она была печальной и одновременно прекрасной. Он протянул ей руку. «Потанцуем». Она засмеялась сквозь слезы. «Здесь? На мосту? А почему нет?» «Мы же живем», — ответил он просто. И они закружились под эту музыку, среди прохожих, машин и фонарей.
Кто-то останавливался и смотрел, кто-то снимал на телефон, но им было все равно. Она смеялась, он держал ее крепко, и мир в этот миг перестал существовать. Когда музыка стихла, они остановились, и Лина вдруг ощутила: все, что было до этого дня, сон. Настоящее началось здесь, на мосту, под его взглядом. Но вместе с этим пришло и осознание: выбор теперь за ней. Либо она вернется в свою прежнюю жизнь, сделает вид, что ничего не было, и снова будет засыпать на станциях после смен, либо рискнет и пойдет за этим человеком в неизвестность, где все может разрушиться, но где хотя бы есть шанс на счастье. Он словно понял ее внутреннюю борьбу и сказал: «Я не обещаю, что будет легко. Но обещаю одно: если ты пойдешь со мной, я сделаю все, чтобы ты никогда не пожалела». Сердце Лины стучало так громко, что казалось, его слышат все вокруг. Она смотрела на его протянутую руку, на этот жест, который менял ее судьбу. И в этот момент она впервые за долгое время позволила себе поверить. «Я согласна», — прошептала она, вложив ладонь в его. Он улыбнулся, широко, искренне, так, как улыбаются только тогда, когда находят то, что искали всю жизнь. Они стояли на мосту, двое таких разных, но таких похожих в своем одиночестве. И теперь это одиночество растворялось. Ветер шептал в волосы, город шумел, жизнь продолжала свой бег. Но для них время остановилось. Она поняла, ее история больше никогда не будет прежней. Она перестала быть никем. Она стала той, ради которой богатый и холодный капитан готов был сломать все свои правила. И именно это чувство, ни браслет, ни обещания, ни подарки, стало ее настоящим сокровищем. Ночь уже накрыла город, но для них время будто остановилось. Они шли вдоль набережной, и каждый шаг казался частью новой главы, которую судьба писала для них двоих. Лина все еще не верила до конца: разве такое возможно, чтобы ее, простую девушку, заметил человек, привыкший к блеску люстр, дорогим костюмам и власти над людьми? Но чем дольше она шла рядом с ним, тем сильнее понимала: все это не сон, не мираж, а настоящая реальность, в которой ее смех вдруг стал для него важнее деловых звонков и миллионов на счетах. Он то и дело бросал на нее короткие взгляды, и в этих взглядах читалось больше, чем в любых признаниях. Ни слова, ни обещания, сама тишина между ними говорила о том, что они уже связаны чем-то большим. И Лина, привыкшая к насмешкам судьбы, впервые почувствовала, что мир может быть добрым. Они остановились у маленького фонаря, где свет мягко ложился на его лицо. Он посмотрел на нее внимательно, серьезно, так, будто собирался сказать что-то, что изменит все. «Лина, я думал, что у меня есть все. Но это все оказалось пустым, пока я не встретил тебя. Ты не понимаешь, что сделала. Ты вернула мне самого себя». У нее перехватило дыхание. Никто, никогда, ни один человек не говорил ей подобных слов. Она привыкла быть невидимой, маленьким винтиком, уставшей официанткой, которая работает, чтобы выжить. И вот сейчас перед ней стоял человек, которого уважали и боялись тысячи, и говорил, что именно она изменила его жизнь. Слезы навернулись на глаза, но это были не слезы усталости, а слезы облегчения. Она впервые позволила себе поверить в то, что ее сердце имеет цену. Он сделал шаг ближе, и между ними осталось только дыхание. «Я не хочу терять ни минуты. Лина, я знаю, что все произошло быстро, без правил, но скажи, готова ли ты довериться мне?» Внутри нее сражались сомнения. Страх и надежда, привычка к боли и желание счастья. Но в тот момент все сошлось: его голос, искренность в глазах, то тепло, которое исходило от него. Она понимала: да, это безумие, но именно в этом безумии заключался смысл. «Да», — ответила она едва слышно. Его улыбка в тот миг осветила ночь ярче любого фонаря. Он взял ее руку в свои ладони и сжал так, будто клялся никогда не отпускать. И вдруг прямо здесь, среди прохожих, под шорох ветра и гул машин, он встал на одно колено. Люди вокруг остановились, удивленно оборачиваясь. Кто-то достал телефон, кто-то начал шептаться. Но для Лины мир замер.
Лина, его голос дрогнул, но был твердым. Я не собираюсь ждать годы, чтобы доказать тебе серьезность своих чувств. Я хочу, чтобы ты была рядом. Не как случайность. Не как сон. А как моя судьба. Выходи за меня. Она закрыла лицо руками, сердце грохотало в груди так, что казалось, оно вот-вот вырвется. Все внутри кричало: это невозможно. Это не со мной. Но в то же время что-то сильнее и выше любого страха толкало ее вперед. Она опустила руки и, дрожа, прошептала: «Да». Толпа взорвалась аплодисментами. Кто-то закричал «Браво!», кто-то снимал каждую секунду. Но Лина ничего не слышала. В ее мире остался только он, его сияющая улыбка, его руки, обнимающие ее так крепко, будто он действительно боялся потерять. Он встал, прижал ее к себе и прошептал на ухо: «Теперь ты никогда больше не будешь одна». И в этих словах было не обещание, а клятва. Та самая клятва, которой она ждала всю жизнь, даже не зная об этом. Ветер трепал ее волосы, слезы катились по щекам, но это были слезы счастья. Она впервые чувствовала себя не потерянной, не чужой, не лишней, а единственной. И пусть впереди будут испытания, пусть мир снова попытается забрать у нее это чудо, она знала, у нее теперь есть он. А у него — она. И эта встреча, начавшаяся с ее храпа на вокзале, стала началом великой истории, которая уже никогда не сотрется из их памяти. Именно в тот момент, под светом уличных фонарей, простая девушка и капитан, привыкший командовать миром, стали частью одного целого, доказав всем и прежде всего себе, что настоящая любовь приходит тогда, когда ее меньше всего ждешь, и меняет все раз и навсегда.